Всем привет, это новая серия, она начинается с шинки Holiday. Сегодня варим всякие коллектора, дросселя, пайпы. Короче, сегодня плотно на сварках. Коллектор заварили. Здесь было отверстие под вакуум. Мы нарезали здесь под датчик температуры на впуске. С коллектором все. Короче, такой вот дроссель получился. Швы просто идеальные. Мне кажется, это вообще круто получилось. Белый постарался. Здесь я потихо зашлифовал их. Все равно под покраску будет, но красиво, короче. Тут снизу приварили штуцер на гур. И еще вот такую вот точку поставили здесь, потому что натяжителя теперь нету, тросика. Чуть-чуть с запасом взяли, привалились. Все, теперь дроссельная будет нормально открываться. И вот этот подпор, который здесь стоял, не нужен. Теперь надо покрасить в черный цвет, и можно будет ставить. Сегодня будет покраска балки ДВС. Кронштейн опоры Гура, покраска пружин и распорка ТРД. Песок обошелся в 2000 рублей. Балка, пружинки и распорка. Это под кислотным грунтом. Сейчас будем покрывать обычно. Такая вот балка получилась. Все идеально, без потеков. Почти даже пыли нету. Короче, огонь. Тут процесс тоже начался, зашкурил все места, где было до металла. Сейчас нужно заварить вот это отверстие. Вот здесь. Ну что, короче, такой вот стиль получается. Почти последний слой. Сейчас еще один слой будет. Топливную рейку тоже решил, короче, покрасить. Думал сначала ее анодировать, но понял, что у нас в городе это сделать практически нереально. Поэтому покрасил в черный. Турбина вот так вот получилась. Самый сложный это был дроссель. Он тоже получился. Сейчас еще один слой финальный дам. И будет вообще топ. Еще один момент заметил на Альтезе. У нее по стоку стоит вот так вот крепление трубки тормозной. То есть крепление развернуто в сторону кузова. Если отсверлить с той стороны, видно левая, и приварить его сюда, то он будет развернут правильно. И при этом не будет упираться колесо. А если поставить стоковую деталь, которая с этой стороны, то получается, что колесо будет упираться вот сюда в уголок. Оно как раз таки у меня упиралось резиной. Поэтому я вот попытался отсверлить вандальски, но не получилось, короче, в итоге отломал, и сейчас буду приваривать правую на левую, а левую на правую. Просто идеально повторяет изгиб и ничему не мешает. Интересно, почему они не сделали так сразу? Может быть, мы узнаем скоро об этом, но там ничего не мешало, я промерял, смотрел, все было ок. Короче, вот так заварил окошки, с той стороны также, и вот с этой. Везде самоизоляция, карантин, а тут идет сборка моторов. Сегодня ГРМ будем ставить. Спустя некоторое время собрали клапанные крышки. Такой вот теперь спортивный ремень. Я его уже показывал. Сейчас будем ставить крышки и, наверное, впуск. Но это не точно. Еще я столкнулся с таким моментом. Короче, вот это мой рабочий цилиндр сцепления на 154 коробке. 57. А это с такой же коробки, только 58. Вот здесь диаметр поршня 20. На моем 24. А в каталоге диаметр поршня 22. И я, как обычно, покупаю ремкомплект, достаю его и понимаю, что что-то здесь не то. И получается, что оригинальная запчасть не подходит ни под мой корпус, ни под тот, который от второй коробки. Расскажу просто, как я его нашел. Я замерил диаметр, перевел на дюймы и написал в интернете Сейкин и дюймы. Вот 15/16. Это как раз таки моя запчасть, которая мне нужна. Но единственное, пришлось у токаря вытащить вот это посадочное под пружинку, потому что здесь оно плоское, его не было. Ну, 100 рублей и сам выжимной 200. Также замерил маленький, на всякий случай купил на него ремкомплект. Замерил, перевел на дюймы, и вот получилось 13/16, и вот он, который нужен. То есть, если у вас какой-то нестандартный размер, просто мерите диаметр, переводите на дюймы и пишите Сейкин и дюймы. И все найдете. Подготовка идет полным ходом. Все загрунтовал, перешпаклевал какие-то моменты. Подготавливаю сейчас под грунт основной, и дальше уже буду красить. Покрасочные моменты. Покрасил рычаги в цвет Куско. А распорку ТРД тоже решил в цвет Куско покрасить. Цвет получился вообще топ. На камере не знаю, видно не видно, но в жизни выглядит круто. Сегодня мы опять на шинке Holiday. Купил себе Серкаи на лето. Комплект. Перед 8,5, зад 9,5. Такие вот колеса. Это чисто под убой. Китайские. На одном диске вот есть такой след, но диск ровный. Диски все закинул на баланс, все ровные, все ништяк. Покупкой доволен. Короче, сегодня самая идеальная погода для покраски подкапотки. Но я вчера чуть-чуть запоздал. Здесь все готово.
Заклеиваю все отверстия, которые есть, которые не нужны будут. Они все будут залиты антигравием. Короче, заклеиваю таким вот листом. В автомузыкальных магазинах есть. Это получается алюминий, по-моему, 0,3 мм на клеевой основе. Толстый алюминий я использую для ровных поверхностей, как здесь. А где места получаются неровные, я заклеиваю скотчем алюминиевым. Он чуть тоньше, но он зато полностью закрывает отверстие. Все заклеил, обезжирил. Как говорил ранее, буду использовать Раптор черного цвета. Короче, вот так получилось. Здесь вот так границу сделал. Литра хватило на 2 стороны. С этой стороны тоже отлично получилось. Можно было, конечно, распыляемый герметик нанести, но на него у меня особо денег не было. Там пистолет стоит очень дорого. Поэтому я решил залить все Раптором. Но результатом я доволен. В общем, есть подозрение, что вот этот натяжитель, который я поставил с 2GZ, он другой по форме, и он будет не так давить, как должен стоковый первый GZ, потому что у них есть различия, первый и второй GZ. У нас в продаже с первых GZ таких нету, это под заказ ждать, а мотор как бы уже собрал. Я, короче, поставлю свой, который у меня здесь стоял до этого. Поставлю свой, проверю натяжение, мне кажется, что вот эта тема не походит. Но не зря же их делают разными на первый и на второй GZ. И каталожный номер у них разный. Просто не хотелось бы из-за такой мелочи порванный ремень за кучу денег и проблемы лишние. Эта штатная штука ходит, но я хотел бы усилить, поэтому и поставил. Но, судя по всему, не судьба. Короче, изначально я видел разницу, что вот стоковый у него получается шейка здесь, а у 2GZ ниже. Но у стока, получается, есть смещение по центру отверстия под ролик. Я думал, что это компенсирует как раз таки вот этот подъем на 2GZ. Но, как оказалось, и сейчас по видео, не знаю, видно. По видео, наверное, не видно будет. У него центр смещения не так сильно смещен. Я думаю, что, скорее всего, с этим натяжителем бы походил мотор. Но боюсь рисковать. Не в этот раз, так сказать. Поставлю стоковый ролик с циферкой 9. Очень сильно она мне не нравится, но придется ставить. Еще, если кто не знал, натяжитель стягивается в тисках в течение, я не знаю, минут 10, наверное, 15. То есть постепенно, потихонечку он начинает сдавливаться. Если его тянуть резко, его можно повредить, и он не отработает. Я вот с одним усилием давлю, и рычаг потихонечку, постепенно начинает опускаться. Я не меняю усилия на рычаг. Ну и вот так вот, короче, 10-15 минут приходится стоять, стягивая натяжитель ремня ГРМ. Короче, поставил я стоковый натяжитель ремня ГРМ. И вот здесь есть расстояние. Я сейчас приложу фотки. Получается, вот этот натяжитель с 2GZ начинает натягивать ремень раньше. И тело натяжителя выходит меньше, чем сейчас на стоковом. Я не знаю, плохо это или хорошо, но я что-то очкую это ставить. В общем, что по рычагам в этом сезоне? Буду варить плюс 4. Вот такую вот конструкцию собрал. Здесь, получается, высоту вымеряет. Здесь фиксирует по саленблоку. Здесь фиксируется сам наконечник. И вот такую штучку приварил, чтобы высоту вымерить ровную, как на стоковом рычаге. Так вот получается. Этот кубик можно вытащить. Я просто под приварку подкладывал. Дальше здесь обвариваться будет. Потом сниматься фаска, провариваться фаска. Здесь также сниматься фаска, провариваться. В общем, вот такой вот кондуктор у меня получился. С этой стороны затянут болтом. Расскажу про свой шифтер, который у меня стоял на коробке. И почему у меня, собственно, были люфты в разные стороны. Кулиса там хреново включалась. В общем, вот в коробке есть такой шток. Он торчит вот так в коробке. То есть вот эту часть уже включает сама кулиса. Здесь внутри, получается, стоит вот такое вот колечко, оно, получается, на этот вал прикручивается, и вот эта вот пластиковая втулочка включает передачи. Можно видеть, что она у меня раздавлена и болтается, ну, то есть ей все, пришел конец. Из-за этого, конечно, и были люфты. Вот так вот она выглядит новая в коробку. Вот ее номер, если кому-то надо. В общем, главная эта проблема была в чем? Первая проблема — это шток гнутый. Видно, что он согнут в сторону. То есть, видимо, либо уронили что-то на него, либо потянули. А теперь, собственно, вторая проблема. На камере видно будет или нет. В общем, люфт просто нереальный. То есть при включениях передачах сначала был люфт, потом вот этот вот раздробленный шарик, а потом только включалась передача. Пришлось купить новый шифтер. Сейчас покажу, как он должен быть. Толкаю назад-вперед.
Никаких люфтов нету. Есть вот вверх-вниз, но это не люфт, это он по штоку ходит. И на скручивание. Также на скручивание нету. То есть вот это вот нормальный шифтер рабочий. Сейчас все это отмою, соберу, и можно будет ставить кулису. Про кулису тоже сейчас расскажу. Есть одно интересное решение. Ну все, теперь кулиса точно не должна люфтить. Сейчас закручу, поставлю втулочку и пойду ставить на коробку. Не знаю, при каких обстоятельствах моя кулиса так разбилась. Вот просто можно видеть, да? К примеру, покупаете вы коробку, откручиваете шифтер, ну и вот трогаете. Просто люфт нереальный, в разные стороны. Или вот берете новую коробку, к примеру, влево-вправо люфта абсолютно нету, вперед-назад люфта нету. Есть только небольшой вверх-вниз, прям маленький-маленький. Как бы при покупке коробки это не показатель, но как минимум на шток вы попадете. И уже будете знать, как это проверить. Поэтому пользуйтесь. Когда у меня спрашивают, почему так редко выходят серии, ну, к примеру, вчера вот я варил стол, такой верстак, целый день потратил на то, чтобы сделать верстак. Кстати, верстак я сделал для одного очень важного дела. Купил я вот такой аппарат Aurora Pro TIC200 AC/DC Pulse. Короче, это аргоновый аппарат, полностью комплект, маска, две горелки, одна большая, другая вот маленькая, с двумя регуляторами. Короче, все есть для сварки, полностью кит готовый, но не было стола, и вот решил сделать стол. Короче, теперь буду осваивать аргон. Я им умею варить, но немножко, поэтому буду учиться. Алюминий там, всякие нержавеющие моменты. Наконец-то сварю себе нормальную трассу, а не полуавтоматом с вот такими вот швами. Может быть, даже из титана, но явно не в этом сезоне. Вот эта штука ставится вот так сверху, и получается эта втулочка, которую я поменял, включает передачи. Здесь, получается, две пружинки стоят, которые возвращают кулису в исходное положение. Вот так, короче, эта конструкция вся устроена. В общем, про кулисы. Есть такое решение, его нашел Тёма на драйве. Я его тоже раньше видел, но его как-то не подприметил. В общем, кулиса от 80-й Супры. Вот такая вот у нее маркировка. Короткоходная кулиса, шестиступка. Продается в AGS, в АТП, стоит что-то около 3000. В общем, что мы имеем? Вот эти две слева кулисы, это стоковые кулисы, оригинальные, которые идут в заводе. Дальше идет кулиса AGS короткоходная для GZX 90-100, которая ломается благополучно. И вот кулиса GZA 80. В чем преимущество вот этой кулисы GZA 80? Во-первых, у нее вот эта часть, она полностью литая. Ее не отломает, как на кулисе на GZX 100 короткоходной. Дальше, у нее ход меньше, чем у стоковой. Разница достаточно значительная. На ход кулисы очень сильно влияет. Тёма себе такую поставил, протестировал, и я себе тоже решил все-таки ее поставить. Хотя изначально я планировал поставить стоковую и ездить на стоке. Но мне она понравилась. Она нуждается в небольших доработках. Отпиливаете вот эту часть. Ну и самое главное, получается, нужно расшарошить под болты. Ну тут немного, она из алюминия, в принципе нормально. Вот эта штука, которая идет с ней в комплекте, это типа локер передач. В принципе можно его поставить, но он работать не будет, так как вы спилите вот эту часть. По крайней мере, это рабочая схема. Лучше, чем вот такую кулису покупать, дороже, чем супровскую. И она у вас отломается, либо вы ее там будете усиливать, доваривать. А стоковая кулиса слишком длинная, и у нее есть резиновый демпфер, который не всегда в хорошем состоянии. И получается, что кулиса такая жидкая. И еще нужно поменять втулки. То есть берете со своей штатную втулку и переставляете в супровскую. В общем, я решил показать разницу рулеткой. Получается, от колокола до середины 72,6. 72,6 это третья передача, четвертая передача 84. При монтаже обнаружил, что камера не записала замеры с супровской кулисой, но у меня есть фотки. В общем, как вы могли видеть, разница есть. К этой кулисе у меня нет проставки переходника, но, по-моему, она без нее ставится. В общем, я проверю ее тоже. Они, конечно, будут неточными, ну так, просто для себя замерю. А вот эти вот две кулисы, Супра и Сток, сейчас вы видите показания. Вот здесь слева показания включения передачи 3 и 4, а справа будут показания Супры 3 и 4. Разница, конечно же, есть, она незначительная, но на включение передачах она очень сильно чувствуется, причем здесь есть заводской демпфер, который будет еще дополнять ход этой кулисы. В общем, насколько я знаю, у этой кулисы идет какая-то проставка, чтобы она стояла вот так. Где-то вот так буду мерить, примерно ровно. В общем, от колокола где-то 75. Это третья передача сейчас включена. Сейчас у нас четвертая передача. У нас здесь 82 и 4. Тоже плюс-минус стоит ровно.
Это, напоминаю, шифтер AGS GZX 190, но он у нас не участвует, так сказать, в тестах, потому что у меня неполноценный комплект, и все это плюс-минус на глаз. В общем, тесты показали, слева видите цифры, 3-я, 4-я передача. Напоминаю, это кулиса GZX 190, шифтер кит. У него есть проблемы, повторюсь, здесь снизу она отламывается, ее приходится подваривать. Может быть, она, конечно, и конкурентоспособна в полном комплекте с супровской, но, во-первых, она стоит дороже, во-вторых, у нее есть явная проблема, которая ломается. И я думаю, доработать вот эту кулису гораздо проще, чем доработать вот эту кулису. Даже в полевых условиях, если у вас нет, к примеру, сварки, вы можете просто напильником доработать эти отверстия. Также вам не придется покупать вот эту пластмассовую втулку за кучу денег, потому что она стоит прилично. У вас здесь уже есть своя. Поэтому решайте сами для себя, какая для вас кулиса лучше. Я остановлюсь на выборе супровской. Да. Хорошо, что ты не отпустил газ. А. Я сейчас на сколько рублей проехал, ты скажи? Ну ты же тестировал в бою, получается, хребом. Рано ты жесткий рэпер. А что было-то? Ты, короче... Я там под рамником или что? Я колесом съехал. Ты, получается, соскочил вот, наверное, да, под рамником? Это что было? Под рамником, и потом у тебя там губа туда улетела. Смотри, короче, что здесь с губой. Ну это Слышь? Нет, в смысле, губа целая осталась. Она, понял, заклеивается снутри, и она такая же становится черная. Здесь, типа, тоже. Вот эти стопы вот разлетелись, смотри, видишь, пары. Ты по нему проехал просто. Все, теперь я ему пизда точно. Ставить? Давай поставим, прежде как все красиво. Короче, сегодня нормального рэпу дали. С вот этим вот пареньком. Нормально рэпу дал? Бампер только жалко. Бампер жалко. Ну, ничего страшного, починим. Не переключайтесь.